Всем доброй ночи. Хотя перед вами кукла в осетинском народном костюме, но все же говорить мы сегодня будем с вами об армянской магии. Я стараюсь вас приблизить и сделать причастными к народным традициям, обычаям, обрядам разных народов мира. Мы созданы по-разному, не просто так. Огромное разнообразие народов – это для того, чтобы человеку не скучно жилось на этой земле. Это для того, чтобы боги получали разнообразную энергию. Это для рождения красивых детей, когда сходятся воедино представители разных народов. И дети получаются особенно красивые и талантливые. Армянская магия имеет очень древние корни. Я посвятила этому несколько видеороликов, точно так же, как посвятила магии кочевников, кочевых народов, магии равнинной или русской магии, африканской магии. Это все определенные ветви одного дерева. Между ними есть очень много общего. Когда я изучала славянскую магию или русскую магию, я видела очень много схожих элементов. То есть и в болгарской магии огромное количество схожих элементов с кавказской магией. Не просто так. Многие ученые предполагают, что болгары – это смешанная раса славян и кавказского этноса. Очень может быть, что отчасти так и есть, потому что совершенно чистых народов, прям вот чистокровных, уже не найти. Я думаю, что все, кто когда-то дружил или дружит с армянской семьей, вы все знаете, что их женщины замечательно смотрят кофе на кофейной гуще. Предсказывают, я бы не сказала, гадают. Гадание – это немножко слишком примитивно звучит для такого искусства, как видеть прошлое и будущее. И, как правило, они говорят правду, попадают в точку. Многим это дано отчасти, но именно профессионально занимаются, конечно, не все. В древние времена, чтобы определить, кто среди военнопленных армянских кровей, рассаживали их вокруг огня, вокруг костра. И тот пленник, который вставал и перемешивал огонь, его определяли как армянина. Это мы проходили еще в школе. Это у нас часть литературы. Это действительно так, потому что мы издревле были огнепоклонники. Очень многие ритуалы, обряды связаны с огнем. Тот же терендес, это у грузин называется даранджоба. Он немного отчасти схож традициями праздника Купала, но Купала празднуется в теплое время года, а терендес он в зимнее время. Я помню, как мы собирали там хворост, и бабушка зажигала, и мы через них прыгали. Считалось, что огонь очищает человека, сжигает все прошлые ошибки, убирает его страхи. Огнем очищали 40 дней
дом после покойника. Огнем защищали младенца и роженицу. Тоже 40 дней, между прочим. Огонь. Это у нас в крови, любовь к огню идет от наших предков. Когда христианство пришло к нам, очень многое, как и у всех народов, было уничтожено, запрещено. И многие праздники, от которых народ не желал отказываться, переделали под христианский. Тот же Терендес перевели как «Господь вам навстречу», так называется. Но это языческие праздники, все это знают. Да, практически все обряды, все обычаи, все ритуалы, связанные с рождением, с похоронами, со свадьбой и прочее, все это язычество. Оно никуда не делось, оно засело и ждет своего часа. Собственно, уже в 21 веке постепенно поднимает голову. Мы поэтому видим опять сражение, противостояние двух сил. Но если тогда в раннем Средневековье или начало нашей эры, в темные века, народ не мог сопротивляться, его насильно крестили, сейчас уже той силы у них нет, поэтому хочешь не хочешь, возвращаемся к корням, и это уже не остановить, этот процесс. Ни угрозами, ни пропагандой, ничем уже это не остановить. Потому что, когда люди приходят к определенной силе, они должны получить у этой силы определенные, знаете, они должны утолить жажду знания, жажду мудрости. Они должны получить помощь. Когда тысячелетия проходят, этой помощи нет, то, естественно, человек начинает искать эту помощь в разных философских течениях, приходит к магии в итоге. Что такое магия? Общее название магия – это изначально с древней санскритицы «могия», а потом переделалась в латинь как мудрость, вселенская мудрость. В армянском языке магия могучун, что одно и то же идентично со словом жречество. Это жречество. Ну, по сути, это так и есть. Ведьмы, колдуны, они все потомки жрецов. Во времена гонений, для того, чтобы суметь продолжить свое ремесло и обезопасить своих детей, многие ритуалы, многие заговоры были немножко перемешаны с христианскими обрядами, там, скажем так, традициями, да, и христианизированы, скажем так, во имя Отца и Сына, и в конце там аминь и так далее. Но человек, который в этом живет и этим занимается много лет, видит между строк обращение совершенно к иным силам. Например, мои бабушки и прабабушка тоже эти заговоры называли молитвы, аготк. Что к молитвам вообще никакого отношения нет. Там такие слова, например, глаз выколю, там камень сверху кину, под камнем закрою, черного дева за тобою пошлю. Но какая тут молитва? Ну, называли молитвой. Самое интересное, некоторые говорят, вот вы показываете, дарите, а ведь это нельзя. Определенные вещи нельзя. Но я хочу вам объяснить, почему ведьмы говорили, это нельзя рассказывать, это нельзя громко говорить. Они боялись, они опасались и за свою жизнь, и за жизнь своих детей. Потому что так-то можно было говорить, что я вот обращаюсь к Боженьке, к Иисусу Христу, вот я заговариваю молитвой,
к Богу обращаюсь, да, поэтому шепчу молитву. Но если бы кто-то услышал слова этой молитвы, то невозможно было бы этого человека убедить, что это молитва. Вот поэтому во многих случаях они не давали эти заговоры, хотя могли кому-то помочь, кому-то отдавали, кому доверяли. Потому что знали, что среди людей очень много неблагодарных тварей, которые возьмут эту работу, воспользуются, получат помощь, а потом пойдут и донесут на этого человека. А в те времена был суд, церковный суд, изгоняли. Ну, некоторые страны уже поняли, что с этим бороться не нужно, что это личное право каждого человека верить и поклоняться тому божеству и той силе, которому он хочет поклоняться. Если это не мешает другим жить и никак не опасно для общества, то отстали от ведьм. В некоторых странах еще продолжается это все. Да? Ну, чем дальше, тем меньше и меньше и слабее это сопротивление. Потому как все, что навязано кровью и насилием, оно долго не держится. Ни империи, ни определенные направления. Многие народности были насильно обращены, скажем, в ислам или в христианство. В итоге они начали возвращаться к своим корням. Например, амшенские армяне, которые были исламизированы когда-то в Турции. Когда-то в Западной Армении, сейчас уже в Турции, они начали принимать христианство, возвращаться. Невозможно то, что ты насильно, кровью, мечом, значит, под страхом смерти внедряешь, это не может быть, знаете, насильно мил не будешь, не просто так сказано. Это не может быть приемлемо. Все равно поколение, все равно через кровь, через генетику это сопротивление, это бунтарство против того, что вот нам навязали это, оно все равно рано или поздно дает о себе знать. Вот то же самое в этом случае. Нашим предкам это навязали. И поэтому, понимая со временем, почему у нас жизнь не удается, почему нас не слышат, и почему тот самый милосердный не помогает, люди начинают понимать, что ведь мы для него никто, а наши родные боги, они нас слышат. Мы были их внуки, дети. Быть рабом – это одно, а быть сыном, быть внуком своих родных богов – это совсем другое. Раба никто не жалеет, раба пинают, раба используют по полной программе. Рабу никто наследство не оставляет и не заинтересован в том, чтобы раб хорошо жил или учился. А когда это твой сын, ты своему сыну оставляешь всю мудрость, всю любовь. Так вот, наши родные боги нас называли своими детьми. Наверное, поэтому тогда человек был более гармоничен с природой, любил ее, понимал, что храм – это вселенная, это мир, и что боги слышат его везде и всюду. Были определенные места силы, где порталы. Вот, места, где постоянно люди собирались, из поколения в поколение веками просили, молили богов, благодарили, приносили им жертвы. И, естественно, эти места становились сильными. Эти места и называются порталы. Открытые то есть двери, открытые врата. Это из греческого слова порталус. Врата. Вот слово порт откуда возникло. Врата моря, врата между морями. Вот эти врата открываются, но порталы бывают разные. Иногда люди хвастаются своими различными там съемками с мест, каких-то сильных мест. Вот мы посетили какие-то дворцы, какие-то старинные сооружения. Порталы могут быть и в отрицательном понимании. Порталы, куда вступают, приходят нечисть, да, злая сила. Так что это тоже не всегда хорошо, потому что люди иногда после таких мест сил заболевают очень сильно и могут многое потерять. Такое тоже возможно. Вы знаете, говорят, чем больше в мире творится зло,
чем больше человечество испытывает боли, чем тяжелее становится жить, тем больше ведьма должна работать. Тем больше она должна помогать исцелять души. Это отчасти так. Мы для этого призваны. Мы не призваны жить счастливо, как обычные женщины. Мы рождаемся, чтобы служить. Без права на личное пространство. Итак, хочу вам передать заговор армянских ведьм. Этот заговор вы навряд ли где-то найдете. Может быть, кто-то узнает, если у них бабушка, прабабушка, например, этим занимались. Отдельные слова, может, узнают. Но открыто никто не давал. Прежде чем что-либо подарить, я, естественно, спрашиваю разрешение и получаю определенный знак, после чего понимаю, что мне позволено это подарить. Первый раз, наверное, дарю именно в том виде, в котором она есть, без немножко как бы не переделывания, а без перевода, без того, чтобы подогнать под западную публику. На армянском языке. К концу ролика я поместила этот текст, который вы должны будете написать на ране своей, которая гноится. Неважно, что это. Рожа, язва, рана, которая никак не заживает. Всякие бывают случаи в жизни. Бывает, что ребенок поковырялся там на лице, и у него прям вот пошло. И резать, сами понимаете, лицо не очень хорошо. Хирурги, конечно, им чихать, они не особо-то переживают по этому поводу, им бы лишь бы разрезать. А вам с этим жить, а там жизнь впереди, со шрамом на лице не хочется. Ты всякие бывают. Ну, например, не знаю, обработали рану, она опять воспаляется, ни в какую не хочет зажить. Укусила собака, не заживает. Этот заговор поможет вам вывести гной из раны. Она прям может, через день, а может, тот же день прорвет, выйдет, очистится и начнет заживать. Только вы должны знать, что после того, как вы напишете, вы 3 дня не должны это место протирать, мыть. То есть оно так и должно остаться. Вот на ноге, значит, одевайтесь, там что-нибудь надевайте или длинное что-то носите, чтобы не было видно. Ну, на руке, значит, таким образом. На плече как-то нанесите или попросите кого-то нанести. Может быть, у вас определенные гнойные процессы идут, например, в внутренних органах. Только сами себе диагнозы не ставьте. Вот когда пойдете к врачу, совместно с лечением, естественно, если вам скажут, что там вот есть что-то, такая проблема, и она должна выйти, вы можете на своем животе это все написать через зеркало или попросить написать. Я написала печатными буквами. Ваше тепло вашего тела, значит, активность вашего организма, он постоянно его оживляет вот эти слова, постоянно заставляя их работать. И через некоторое время эта проблема полностью исчезнет. Не обязательно писать прям на ране. Ну, постарайтесь так хотя бы вокруг хоть немного обхватить. Можете просто вот, если рана, например, на ноге, вот написать сверху вниз и вот заодно эту рану, потому что текст не маленький, чтобы оно обхватило. Это 9
линии, то есть куплет из 9 предложений. Я прочитаю. Значит, вы пишете, читаете 9 раз этот заговор. Ничего страшного, если буквой ошибетесь, это не столь страшно в этом случае, потому что вы пишете, когда вы будете писать, заодно и в голове это уложится. Написать нужно 1 раз. Если в течение 3 дней оно вышло не до конца, вы можете искупаться, значит, протереть, там, ну, в течение 3 дней, если надо обрабатывать рану, обрабатывайте, естественно. И еще раз написать, еще раз 3 дня ходить с этой надписью. Писать можно только чернилами, черными или синими. Поэтому возьмите хорошую гелевую мягкую ручку, там 1 или какой-то, в общем, который потолще, и пишите. Раньше писали чернилами, навряд ли вы сможете чернилами все разольете, это получится неаккуратно и неправильно. Итак, начнем. Да, это называется вот подобная рана, которая гноится и не может выйти, краснеет. Называется, значит, красный ветер. Кармир ками. Кармир ками. Дан удандан. Сев усардар. Апарашкар. Сев каритак. Сев саритак. Тарс ушитак. Чеквир кори. Кармир ками. Еще раз. Здесь есть слова очень древние, которых я даже не знаю их значения, если честно. Некоторые слова. Кармир ками, дан удандан, сев усардар, апарашкар, сев каритак, сев саритак, тарс ушитак, чеквир кори. Кармир ками. Еще раз. Кармир ками, дан удандан, сев усардар, апарашкар, сев каритак, сев саритак, тарс ушитак, чеквир кори, кармир ками. Я прочитала, конечно, буквами, которые в русском алфавите, ну, звучания другие. Например, вместо «к» будет «к». Ну, ничего страшного в этом нет. Это одно и то же, просто это более жесткая форма южных индоевропейских языков. Итак, здесь откуп не требуется, потому что здесь откупом выступает определенная ваша энергия, которую вы отдаете этой силе для того, чтобы эта сила вам помогла. Ребенку можете написать, близкому человеку, если он позволит, конечно. Вот, если он не может, если это в таком месте, что невозможно. Или не умеет совсем, прям не может написать. Ну, бывает, что не знает русского языка, например, человек. Но, естественно, если такое случилось, сначала к врачу, когда врач вам все это обработает, объяснит, после сделайте, оно просто ускорит исцеление. Итак, желаю всем здоровья, удачи, всех благ. И в конце ролика будет текст. Можете остановить и переписать для себя или отскринить и сохранить. Всем всего хорошего.